Единственный способ выучить русский язык – это практика. Чтобы помочь вам научиться лучше понимать русскую речь на слух, я рассказываю для вас увлекательные короткие истории. Сегодня немного истории и мифологии. Итак, поехали. В 1519 году Фердинанд Магеллан отправился в рискованную экспедицию, чтобы найти новый путь в Ост-Индию. Он отплыл из Испании с флотом из 5 кораблей и, как мы уже знаем, в Индию не попал, а попал на побережье Южной Америки. Экспедиция Магеллана сталкивалась с большими трудностями и проблемами. Один из его кораблей затонул во время шторма, а несколько членов экипажа умерли от болезней и голода. После месяцев изнурительного путешествия через Атлантику Магеллан и его команда попали в место, называемое сегодня Патагонией. Они были первыми европейцами, достигшими нового континента. Патагония встретила их пустынными и, казалось, необитаемыми местами. Продуваемые ветрами равнины и скалистые горы выглядели почти потусторонними, совсем не похожими на Европу или зеленые острова в океане. Но больше всего моряков поразила встреча с местными жителями. Люди, с которыми они столкнулись, были не похожи ни на кого из тех, кого они видели раньше. Записи в корабельном журнале рассказывают, что коренные жители этих мест, патагонцы, были необычайно высокими и сильными, а в некоторых сообщениях утверждалось, что они были ростом выше 7 футов. Их внешний вид и размеры настолько сильно отличались от европейских, что их окрестили гигантами. Магеллан и его команда были одновременно очарованы и напуганы патагонцами. Но вскоре они начали обмениваться подарками и знаками дружбы. Мореплаватели давали туземцам всякие безделушки, а патагонцы делились с моряками едой и питьем. Несмотря на внешне дружеское общение, время от времени между двумя группами возникала напряженность. Однажды группа патагонцев попыталась украсть у испанцев лодку, и Магеллан в ответ приказал своим людям стрелять из мушкетов. Очень интересной была одежда патагонцев. Они носили шкуры и меха животных. Такая одежда получалась одновременно практичной и красивой. Она часто была украшена замысловатой вышивкой бисером, а головные уборы были сделаны из перьев и раковин. Магеллан был так удивлен одеждой патагонцев, что подробно описал ее в своем дневнике. Он отмечал, что одежда туземцев была очень красивой и тонкой работы, как лучшая ткань Кастилии.
Магеллан до конца жизни был очарован патагонцами и их образом жизни. Он много писал о них в своем дневнике, и его отчеты стали основой для мифа о гигантах Южной Америки. Со временем легенда о патагонских великанах переплелась с историями о других мифических существах – циклопах и грифонах. Некоторые европейцы даже стали предполагать, что патагонцы были потомками этих древних обитателей. Но похоже, что на самом деле патагонцы были просто коренными индейцами, возможно, выше среднего роста, приспособившимися к суровой природе. Наверняка они были искусными охотниками и умели обрабатывать шкуры убитых животных. Сегодня патагонские гиганты остаются увлекательной и неуловимой частью истории. Маловероятно, что туземцы на самом деле были великанами, но их рост, сила и внешний вид продолжают очаровывать воображение людей во всем мире. А для тех, кто посещает продуваемые ветрами равнины и скалистые горы Патагонии, история встречи Магеллана с патагонцами является напоминанием о богатом и интересном прошлом региона. Вот такая история. По-моему, интересный, но достаточно сложный текст. Я думаю, что это отличное упражнение для увеличения вашего словарного запаса. Если вы не можете понять весь рассказ на слух с первого раза, ничего страшного. Попробуйте ставить на паузу и разбирать текст по предложениям. В субтитрах есть перевод текста на несколько языков, который поможет вам лучше понять смысл рассказа. Но, разобравшись со всем текстом, обязательно запустите видео еще раз с самого начала и постарайтесь прослушать, не подглядывая ни в русский текст, ни в перевод. Только так вы действительно научитесь понимать русскую речь на слух. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. До встречи в следующих роликах. Огромной вам удачи и пока!